Представители знака зодиака Весы. Весы, мои дорогие, здравствуйте. Второй прогноз, гороскоп, события ближайшего будущего. Полнолуние в Козероге 3 июля до 10 числа. Такой период небольшой давайте рассмотрим. Относительное спокойствие ожидается в этот период, потому что все-таки Козерог. Полнолуние в этом знаке обозначает подведение итогов. И Козерог ведь это иерархия, это какая-то стабильность, это порядок все равно, то, что свойственно Козерогам, да. Но, надо сказать, Сатурн, правитель Козерога, он находится в рыбах, и поэтому вот эти самые сроки, они могут быть не четкие 10 дней, а где-то плюс-минус, вот что-то может сдвигаться. Нет каких-то четких контуров, кстати, в той или иной обстановке вокруг нас, поэтому прислушаться к интуиции точно не помешает. Ну, давайте посмотрим, что думают карты. Планетарный гороскоп я опубликовала, и есть ссылка в сообществе, ну или с главной страницы канала. Вы тоже можете зайти и посмотреть для всех знаков зодиака. Можете посмотреть себя, кстати, по Луне. Все-таки иногда именно по Луне, даже не асцендент проигрывается и не солнечный знак, а вот как-то по Луне. Я с этим сама столкнулась и была, честно говоря, удивлена. Я не ожидала, что вот прямо так вот. Ну, безусловно, любой прогноз не может служить основанием для принятия важных решений. Это не рассказ о личной жизни каждого из нас, правда? Но если интуицию призвать, то какую-то аналогию можно провести, кстати, между планетарным гороскопом и между таро-прогнозом. Давайте будем смотреть, как влияет на меня вот это полнолуние. Или оценка ситуации. Главное событие, как видят карты. Каковы перспективы у этого главного события? Каковы неожиданные события или просто неожиданности? И что нам помогает? Вот давайте узнаем. Итак, ну вообще тут про победу нам говорят. Когда 6 выпадает, это всегда победа. Это успех. Здесь у нас карта заслуженного успеха. И несмотря на то, что темноватая карта, как раз она обещает, что даже тот путь, который мы, может быть, вступили на него совсем недавно, или есть дело, к которому приступили тоже недавно, для нас завершится как раз успехом. Это карта мужества, потому что прорисовка карты такая наглядная. Трое в лодке отплыли от старого берега, и как будто и туман, и темно, но они точно знают, что на старом берегу ничего уже не держит, и они даже не хотят оглядываться. Дорогу осилит идущий, действительно. Так, и поэтому карта говорит о заслуженном успехе. По этой карте проигрывается смена работы, смена сферы даже деятельности, конкретно переезд какой-то, может быть очень далеко или поближе. Мы можем просто надумать менять нашу жилплощадь. Для кого-то из вас это переменные на работе, может быть, руководитель меняется, или какие-то порядки меняются, или это у вас, может быть, должность поменялась. То есть абсолютно разные какие-то перемены, которые ведут нас именно к чему-то более позитивному, к какому-то более интересному периоду нашей жизни или более удачливому. Но на этом периоде мы еще можем где-то и в себе, но не то что сомневаться, но вот, наверное, по этой карте, вот как темновато, вот и нам может быть так, что-то до конца не прояснено. Или есть какие-то составляющие, которые бы вы хотели знать более четко, но придется пройти какой-то вот период, как будто, ну, так в темноте чуть-чуть. Но в любом случае карта предвосхищает наш успех. Ладно, это вот вокруг чего у нас будут разворачиваться события, да? И у каждого ж по-своему. И если главное событие, двойка кубков, это карта любви, но это не карта страсти, это карта искренних отношений. Изображены двое, которые без слов понимают друг друга, как будто молча люди считывают мысли. Так вот, какое-то взаимопонимание на подсознательном уровне. Вот у нас может быть такой партнер, или мы можем столкнуться с таким человеком. У кого-то, кто знает, может быть, и по работе мы встретим
такого человека. И здесь ведь может, как отношения могут, точнее, начаться с дружбы, а потом перерасти во что-то большее. Это может быть и, в принципе, какое-то партнерство, потому что по двойке кубков есть какая-то и дипломатия тоже. И изображенный в верхнем правом углу кадуцей как раз говорит о благословленном каком-то союзе. И повторюсь, ведь это может быть союз совершенно разный. У кого-то это в личной жизни проиграется, а у кого-то это может через дружбу, может быть, в вопросах, которые касаются вашей работы или какой-то вашей деятельности. Но это как будто главное событие, поэтому само по себе взаимодействие с людьми для вас приносит какие-то бонусы. Вы великие дипломаты, и в наше сложное время, когда не все умеют себя сдержать, допустим, в плане эмоций, особенно негативных, или не все умеют правильно оценить обстановку. Вот это ваша сильная позиция, она вас делает где-то неуязвимым. Вы можете просчитать. То есть, если мы не поддадимся какому-то эмоциональному воздействию в этот период, ну, по крайней мере, 10-дневный, значит, мы увидим как для себя и новые перспективы, и какую-то победную стадию, да, к чему мы идем. Потому что, ну, отчасти направление, ведь нам карта говорит, мы выбираем на этой декаде в 10 дней. И значит, какие-то вопросы, которые больше связаны с нашим самовыражением или с нашими амбициями по этой карте, или с нашим здоровым честолюбием. То есть это какой-то все равно процесс, может быть, либо рабочий будет связан, либо когда, если мы говорим о переезде, значит, вы переедете, может быть, в другую местность, кто-то переедет и очень далеко, и там жизнь начнется с другими возможностями. Для вас будут новые уже перспективы. Давайте посмотрим про перспективы, как раз откроем карту. Надо сказать, королева мечей у нас выпадает. И мечи, королева мечей, это карта двора, и это ваш сигнификатор. Но если мы говорим про королеву мечей, это про образ Юдифи, поэтому здесь мы действительно куда-то можем отправиться. И может быть даже поближе, не совсем далеко. И с какой-то своей целью что-то мы хотим осуществить. И я уже не пересказываю эту библейскую историю, но тем не менее есть какая-то помеха, которая должна быть буквально отрезана, устранена. Может быть, нам придется сделать какой-то выбор. Это выбор совершенно необходим, потому что, словно все же полнолуние мы говорим, да, это подведение итогов. Для того, чтобы осуществить какую-то свою задумку, свой проект, как минимум потребуется несколько моментов, наверное, 3 в общем и целом. Первое– это полное хладнокровие, и мы никому ничего не рассказываем, что мы намерены делать в ближайшее время, какие мы планы строим на какое-то последующее время, потому что наша неуязвимая, повторюсь, позиция, когда мы где-то идем сами. Может быть, с нами и есть какой-то спутник. Все зависит от того, что это может быть. Если это буквально переезд, ну тогда, может быть, вы и не одна совершаете его, а еще с кем-то. Вот это я имела в виду. Но больше по королеве мечей это какое-то дело, которое нас лично касается. Это может быть еще и взаимосвязь с теми событиями, которые вас окружают. И есть такое значение, что мы как будто освобождаемся от какой-то помехи, от какой-то оплошности, может быть, которая прежде у нас не хватило духу, сил с чем-то разобраться, или, может быть, не было предпосылок каких-то, обстоятельства, словно сыроватые еще были, а вот теперь они могут быть в самый раз. И третий момент, когда мы должны быть логически, понимаете, просчитывать, ну вот буквально до мелочей. Есть еще и такое значение, когда мы транслируем совершенно не то, что где-то в нашей голове. Все-таки Юдив не смогла бы осуществить такой исторически важный факт или такое дело, если бы она не транслировала какое-то дружелюбие. Она бы себя подвергла риску. Все бы догадались, зачем она отправилась. И хотя идея, она, казалось бы, может быть и сумасшедшей, но именно осуществила она ее благодаря тому, что был холодный расчет. И поэтому, если мы говорим о перспективе, просто никаких эмоций, мои дорогие весы.
здесь должен быть какой-то холодный расчет. Как и для того, чтобы устранить какую-то помеху, так и решить какой-либо вопрос. Это может для вас иметь, видимо, в эти 10 дней какие-то отдаленные последствия на ваше качество жизни, на ваш статус жизни. Поэтому можно расценивать эту карту как что нам помогает все-таки это перспективы. Для кого-то буквально мы получаем новую должность. Для кого-то из вас, для того, чтобы разобраться, может быть, с каким-то вопросом, вам придется куда-то отправиться, и это может быть как консультация какого-то специалиста. Иногда проходит не совсем по королеве мечей, но тем не менее, все равно карта двора нам выпадает, поэтому это может быть консультация как с врачом, это может быть консультация как с юристом или с человеком, который знает, как оформить какое-то дело. И значит, это нам тоже помогает, мы можем устранить какие-то помехи, ошибки, что-то мы можем подытожить и где-то так хладнокровно соотнести с нашими планами, и практически мы имеем 100% на успех. Одна карта где-то дополняет другую. Давайте неожиданные события. Победа обеспечена. Вот все то, что я сейчас перечислила, будет важна, правда, мои дорогие весы, для вас такая энергетика. Но, значит, карта говорит еще и о том, значит, какое-то дело это первое, вы точно осуществите. Повторюсь, наверное, рассчитывать на то, что нам кто-то придет на помощь, нет. И рассчитывать на то, что я вот всем скажу, и, может быть, кто-нибудь как будто согласится с моей правотой или подтвердит правильность моих действий или моих мыслей. Нет, все-таки здесь больше вот настолько в одиночку какой-то надо либо решение принять, либо путь буквально какой-то пройти, чтобы получить вот эту самую победу. И нам ведь в последующем эту победу еще придется удерживать. В неожиданных событиях выпадает как раз 6 жезлов, карта победителя. Но обратите внимание, насколько победитель уставший такой смотрит на рукоплещущую толпу людей, которые вокруг него собрались. Он просто знает цену победы. И он не собирается ею делиться. Он готов подстроить как-то свои планы, скорректировать. Он будет оставаться очень внимательным, чтобы не упустить даже мелочей из вида. И карта нам говорит, придется эту самую победу по какому-то вопросу сохранять. То есть мы не можем расслабиться. Какой-то проект у нас точно получится. Тут как будто высшие силы помогают. И у вас 2 шестерки, 2 победы, понимаете? Что-то очень важное на повестке дня может стоять. И я не могу сказать, что это про любовь. Скорее, может быть, у кого-то и проиграется, но это тогда те чувства, которые теплые, добрые, искренние. Тут не про страсть. И, скорее всего, это какой-то союз, который уже сложившийся. Не совсем тут про какую-то новую встречу. Может, у кого-то это и проиграется. Но кто знает, может быть, это вы такого, знаете, как компаньона, человека с большой буквы друга встретите. И он буквально покорит вас своей искренностью. Но все же нам больше говорит карта в этой позиции о вашей дипломатии, которая позволяет как раз решить много вопросов. Давайте мы посмотрим, что же нам помогает. Вот нам как раз и помогает, где-то перекликается с королевой мечей, когда мы на своей волне. Нам показан воин, который стоит за 9 жезлами. И хоть горизонт абсолютно чистый, но он все-таки вглядывается. То есть мы должны держать руку на пульсе. Мы не должны быть втянуты в те дела, вопросы, которые где-то могут пошатнуть наше благополучие. Или осложнить ход наших дел. Или навредить нашему доброму имени. Или буквально по материальным каким-то вопросам тоже какую-то нашу уверенность пошатнуть. Мы не должны согласиться на какие-то двойственно-мутные ситуации. И вообще 9 жезлов в герметической колоде Таро это карта великой мощи. Нам говорят, что у вас сейчас достаточно сильная позиция. Но будет правильным просчитать, куда эти силы приложить. Мы не должны их потратить на то, что кому-то выгодно, угодно. Или кто-то бы хотел, чтобы мы выполнили какую-то работу. Здесь нужно оставаться верным своим принципам. Об этом говорит карта красноречиво. И откликаемся только в 2 случаях. Либо есть конкретный наш интерес.
или прогресс, может быть, в наших планах какой-то, то есть какое-то действие или обстоятельства, новости способствуют именно тому, чтобы мы реализовали себя в чем-то. Или, это второй пункт, нам что-то угрожает. Вот тогда мы можем себя защищать. Но чтобы увидеть вовремя, чтобы распознать, что же это приходит на наш порог, вот нужно вот быть таким воином в душе и внимательно наблюдать как и за окружающей обстановкой, так и правильно оценивать себя самого в ней. Нужно мне этим вопросом заниматься или нет. Перекладывайте на себя, мои дорогие весы, и будьте счастливы и любимы всегда.